Я не раз оказывался в опасных местах. Только за последние месяцы я побывал, например, в бразильских фавелах и на гражданской войне в Гвинее. Но чтобы попасть в по-настоящему жуткое криминальное место, вовсе не обязательно покидать Россию. Многие из нас найдут смертельно опасный район и в своем городе. А если вам вдруг хочется какого-нибудь туристического экстрима, то можно даже специально съездить в один из самых опасных городов России. Главное суметь оттуда вернуться. Друзья, сегодня для вас я собрал десятку самых криминальных и самых опасных городов России в 2020 году. Поехали! Поехали звучит как странное предложение. Итак, открывает наш рейтинг. Вы никогда не поверите, друзья. Вы никогда не поверите, потому что открывает наш рейтинг Москва. В самом большом городе страны предсказуемо происходит больше всего преступлений. В прошлом году, по данным портала правовой статистики, в Москве было зарегистрировано более 140 тысяч преступлений, из них 285 пришлось на убийство и покушение на убийство. Получается, что в столице пытаются кого-то убить 5-6 раз в неделю почти каждый день. А на каждую 1000 жителей приходится десяток преступлений. Согласитесь, этого уже достаточно, чтобы признать город опасным и включить его в наш список. Ну и надо понимать, что в Москве очень много случайных людей, многие люди здесь оказываются не по своей воле, люди остаются без работы, вынуждены как-то искать себе пропитание. Часто, опять же, это толкает их на преступление. В Москве много злачных мест, это вокзалы, эти рынки, где, опять же, много иногородних, приезжих, кто планирует как-то затеряться и так далее, и так далее. В общем, Москва так себе город, друзья. Вам сюда не надо. Запомните, смотрите, Москву обходим стороной. А Москва-то вообще, извините за выражение, дырявый город. На строчку выше российской столицы расположилась столица северная, культурная и криминальная. Ну, недаром же Петербург называют бандитским. И хотя следы антибиотика и прочих героев телевидения 90-х на Неве уже остыли, на 5,5 миллионов петербуржцев до сих пор приходится 55 тысяч преступлений. Четверть из них связана с наркотиками, а почти 30% характеризуются как тяжкие. Что касается убийств, то тут Питер легко даст фору Москве. В 2019 году прокуратура зафиксировала здесь 241 преступление, связанное с покушением на чью-то жизнь. Это всего на 15% меньше, чем в столице, но нужно учитывать, что официально разница в населении между городами более чем двукратная. И это уже не говоря о том, что после историка Соколова и рэпера Картрайта Питер стал еще и городом расчлененки. Так что, друзья, будьте осторожны. В городе Петра вас ждут не только музеи, но и подворотни. Ну что, мой эксперимент с инвестициями подходит к концу. Тем, кто смотрит не все мои ролики, объясню. В ноябре мы вместе с брокерами Финам решили попробовать поторговать на рынке ценных бумаг. За последние 2 года количество частных инвесторов в России выросло с 2 миллионов до 6. Раньше я инвестировал в свой бизнес и новые впечатления, но сейчас не удержался и тоже присоединился к частным инвесторам. Стартовый капитал у меня был 100 тысяч рублей. И на 19 декабря портфель в минусе на 3%. Конечно, не стоило рассчитывать на какой-то большой прирост за первый месяц, но все равно немного обидно. А с другой стороны, это доказывает, что эксперимент был 100% честным. Это не была какая-то постановка, чтобы показать, как все великолепно работает. Потому что инвестиция — это определенный риск. Вот у меня за этот месяц не совсем получилось. Тем более в течение месяца портфель вырастал у меня на 4%. Я даже успел прикупить немного акций маркетплейса Озона после его выхода на биржу. Действовать не наобум мне помогали обучение от Финам, консультации с друзьями и экспертами и активный мониторинг новостей о работе разных компаний. Возможно, из-за такого подхода инвест-портфель и просел. Уж слишком частыми были попытки его сбалансировать. Хорошо хоть тариф без комиссий, а то за такое количество операций пришлось бы немало денег отдать брокеру. Ближе к концу эксперимента у меня уже было намного меньше времени самостоятельно анализировать рынок и отдельные активы, и я решил перейти на автоследование. Это сервис Финам, который позволяет автоматически осуществлять сделки согласно выбранной стратегии. Их, кстати, разрабатывают крутые экономисты, математики и трейдеры. Вот пусть они и думают, во что вкладывать. А я займусь своим бизнесом. Буду пополнять счет и следить за результатом. Вообще инвестировать оказалось проще, чем я думал. Сейчас для этого не нужно ездить в офис или кому-то звонить. Все легко покупается и продается в приложении за пару кликов. А изучать компании и рынки даже интересно. Да что я вам рассказываю? Переходите по ссылочке в описании и пробуйте сами.
Следующая точка на нашей карте злодейств – это Екатеринбург, центр Свердловской области, одного из лидеров России по абсолютному числу убийств в год. По этому показателю Уральский регион уже опережает Москву. К ноябрю 2020 года здесь зафиксировали уже 283 покушения или убийства против 207 в столице. А ведь по населению Свердловская область в 3 раза меньше. Таким образом, на каждые 100 тысяч жителей региона приходится 6,6 убийств и покушений. А только в одном Екатеринбурге в прошлом году на 1 миллион жителей совершалось более 13 тысяч преступлений. В общем, столица Урала уверенно держит марку лихих 90-х и не забывает о своем криминальном прошлом. С Урала переместимся на Дон. Здесь у нас, друзья, 7-я строчечка рейтинга и Ростов-на-Дону, Ростов-папа. Казачий город славился своими криминальными традициями еще до революции и былой хватки не утратил. По данным сайта Numbeo, во всей Восточной Европе по опасности Ростов уступает только охваченному протестами и ментовским беспределом Минску. Сами жители, которые предоставляют сайту данные, оценили уровень безопасности в городе менее чем 50%. Ощущения жителей подтверждают и сухие цифры. В первом полугодии 2020 года Ростовская область вошла в первую пятерку регионов по числу тяжких преступлений и в топ-3 по преступлениям средней тяжести. При этом половина преступлений в Ростове остается нераскрытой. На строчку выше Ростова расположился город в Ростовской области Шахты. Здесь дела еще хуже, чем в столице региона. По опросу жителей 80 городов России, Шахты уже 4 года подряд входят в тройку самых опасных городов страны. Причем почти всегда занимает первое место. Тут нечему удивляться. Город был построен вокруг угольной промышленности, которая умерла и оставила после себя безработных и нищих людей. Шахты еще славятся своими самыми низкими зарплатами в России. По шахтам советуют вообще не ходить после наступления темноты, а таксисты поедут далеко не в каждый район этого города. Уже очень скоро у меня выйдет ролик про шахты, и я покажу вам, как живется в городе, который самым опасным считают его жители. Так, смотрим рейтинг дальше, вернемся на Урал и увидим расположенный на 5-м месте Челябинск. Я сам бывал в этом хорошем городе с неравнодушными жителями и даже записал видео с 10 советами о том, как спасти Челябинск. Но кроме улучшения городской среды, властям не мешало бы разобраться и с преступностью. В прошлом году Челябинская область вошла в пятерку регионов России с наибольшим числом преступлений. На каждую 1000 жителей здесь приходится 20 нарушений закона. По данным Генпрокуратуры, преступнее Челябинска в прошлом году были лишь гораздо более населенные Москва, Московская область и Краснодарский край. При этом число тяжких преступлений за прошлый год в Челябинске выросло на 7%. В общем, по Танкограду, как еще называют этот город, лучше ходить и оглядываться. Я был в Благовещенске пару лет назад, и тогда он показался мне городом, в который вообще незачем приезжать, довольно какой-то скучный, неинтересный, там нечего делать. А вот местные нашли себе занятие. Преступность, благодаря которой Благовещенск оказался на 4-м месте в нашем рейтинге. Благовещенск — город небольшое население, здесь всего 220 тысяч, но это больше четверти всех жителей Амурской области. В регионе живет меньше 1 миллиона человек, но за 2019 год здесь совершено почти 20 тысяч преступлений. Просто задумайтесь, по одному преступлению приходится на каждые 40 человек. При этом на 100 тысяч населения здесь приходится аж 15 убийств. Это в 3 раза больше среднего показателя по России за прошлый год. В общем, если окажетесь в Благовещенске, лучше сразу езжайте куда-нибудь дальше, иначе рискуете уже никуда не уехать. Когда я делал ролик про движение АУЕ, нам рассказывали, что оно особенно популярно в Забайкальском крае и Бурятии. И это неудивительно, ведь Бурятия — один из самых криминальных регионов России. За прошлый год 1 миллион бурятов и гостей республики умудрились совершить 22 тысячи преступлений. При этом после пары лет падения в Бурятии опять растет число убийств. К ноябрю их уже было совершено больше, чем за весь прошлый год. Средний рост убийств оценивают в 14% годовых. А ведь и в 2019-м процент убийств здесь более чем в 3 раза превышал средний показатель по стране. Но есть места и пострашнее Улан-Удэ.
Магаданская область, одна из крупнейших в России по площади среди регионов, занимает 11 место. При этом живет в ней всего 140 тысяч человек. Это как 2 Мурина, моих любимых муравейничка на окраине Питера. Но такое небольшое количество человек за один 2019 год умудрилось совершить 34 убийства или покушения на убийство. Процент убийств здесь почти в 5 раз больше, чем средняя по России. 2/3 всего населения Магаданской области проживает в столице региона и здесь же совершает свои преступления. Учитывая, что почти половина тяжких преступлений в городе остается нераскрытой, соваться в Магадан можно только на свой страх и риск. Я тут, кстати, недавно сунулся и скоро расскажу подробно, как живет один из самых убийственных городов страны. И вот, друзья, мы дошли с вами до вершины рейтинга самых опасных и самых криминальных городов России. Итак, кто же у нас победитель? Какой город самый опасный? Какой город самый страшный? Это Кызыл. Это столица республики Тыва. Если кто-то там не был, туда не так просто попасть. Я думаю, мало кто из вас там был. Я, кстати, тоже там не был. Может быть, и не зря. Вообще, Тыва — это один из самых молодых регионов России. В состав РСФСР она вошла только в 1944 году. В интернете тывинцы славятся своим пристрастием к алкоголю и совершенными по пьяни преступлениями. Поэтому спиртное тут продают только в будни и только до 3 часов дня. А на время коронавирусного карантина торговлю алкоголем запретили вообще. Возможно, благодаря этому в Тыве приостановился рост убийств, который наблюдался 3 последних года. По проценту убийств этот регион лидирует в России с огромным отрывом. Вдумайтесь, на 100 тысяч жителей здесь приходится 35 убийств. Это больше, чем в Мексике или в Бразилии, которые считаются одними из самых опасных стран мира. Говорят, в 90-х в Тыве были открытые столкновения между тувинцами и русскими, а по интернету даже ходят слухи о геноциде русскоязычного населения. Найти фактических подтверждений мне не удалось, но доля русскоязычных жителей Тывы с 1989 года сократилась вдвое. Однако сейчас вся республика, и особенно ее столица Кызыл, выглядят откровенно опасными для представителей любых национальностей. Поэтому столица самого убийственного региона России закономерно возглавляет мой рейтинг самых опасных городов. Вот такой вот рейтинг, друзья. Если вы смотрите меня из городов, которые мы сейчас обсудили, напишите в комментариях, действительно ли у вас так опасно, как говорит статистика, можно ли вообще верить статистике. А если вы хотите знать, как живут города России, опасные и не очень, то подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных роликов. Всем пока!